Всем привет! В этом видео будет наглядное сравнение двух 15-сильных моторов Mercury, американца и японца. Это видео я буду отправлять нашим клиентам, которые не знают и не понимают, какой у них мотор из этих двух. Когда к нам обращаются с вопросом по мотору, начинаешь гадать, о каком же моторе идет речь. Это видео поможет клиенту или владельцу намного облегчить поиск запчастей на свой лодочный мотор. Mercury – это американский бренд лодочных моторов. Но мотор Mercury может быть как американским или бельгийским. Далее мы будем называть эти моторы тоже американские. А есть второй, японский. Mercury раньше выпускали свои маломощные лодочные моторы, но потом они стали выпускать их на заводе Tohatsu в Японии. Один и тот же мотор, Mercury и Tohatsu, без конструктивных изменений, только шильдик и наклейка Mercury вместо Tohatsu. Поэтому при ремонте лодочного мотора или при обращении за советом к мастерам нужно точно знать, какой у вас Mercury. Итак, у нас оказались на ремонте два мотора. Слева у нас американский Mercury, а справа японский Tohatsu. Это не Mercury, это мотор Tohatsu. Взяли его для примера, для сравнения, потому что японский Tohatsu и японский Mercury это один и тот же мотор. Американца к нам привезли с проблемой перелива карбюратора. Карбюратор мы разобрали и обнаружили там утонувший в бензине поплавок. Отклеилась от поплавка одна из его частей, и поплавок перестал быть герметичным. Мы его заменили, этот мотор уже нормально работает. Также на нем мы заменили свечи. Tohatsu мы еще не проверяли, даже не знаю, что с ним делать, но вот здесь оторван свечной провод. С этим мы разберемся. Вот у нас два мотора, американец и японец. Сейчас я покажу вам, какие отличия у этих двух моторов, для того, чтобы вы знали, как их отличать. Во-первых, сразу видно, что оба мотора отличаются колпаками. Их никак не перепутаешь. Сразу видно, что колпаки абсолютно разные. Не обращайте внимания на цифру 8. Мотор Mercury 6, 8, 9,9, 10 и 15 идет в одном и том же корпусе. Внешний вид у них абсолютно одинаковый. Только 6, 8 отличаются объемом цилиндров. Восьмерку в 9,9 или 15 раздушить уже нельзя. А мотор Mercury 9,9, 10 можно раздушить до 15 сил. Мы взяли этот мотор просто для примера, для сравнения, чтобы вам показать разницу. У мотора Tohatsu Mercury имеется головка блока цилиндров. Есть в продаже ремонтные поршни, и мы можем отдать блок цилиндров под росточку. Нам без проблем сделают, в том случае, если в гильзах будут задиры. У американского Mercury головка блока цилиндров отсутствует. Это не головка блока, а крышка, под которой находится рубашка охлаждения. Но на этот мотор тоже есть в продаже ремонтные поршни. Просто не каждый возьмется растачивать этот мотор. Здесь цельный коленчатый вал, он не распрессовывается. На Tohatsu он распрессовывается. Его можно отремонтировать, заменить подшипники, шатунные комплекты. Редуктор американского Mercury держится на 3 болтах, а редуктор Mercury Tohatsu на 4 гайках или на 4 болтах. Тут уже владелец сделал такую гайку из черного металла. У американца обойма гребного вала на резьбе, левая резьба, и для того, чтобы разобрать редуктор, требуется изготовить специальный ключ. Мы изготовили такой ключ, очень простой, помогает нам разбирать эти редуктора. А Tohatsu Mercury, здесь все просто. Обычная обойма гребного вала на 2 болтах, как обычно на большинстве лодочных моторов. У Mercury здесь находится коммутатор. У Tohatsu в этом месте находится механизм газа и механизм опережения зажигания. Отличительная особенность американского – это наличие мультирумпеля на некоторых моделях. Можно переключать передачи прямо на румпеле, и для многих это очень удобно.
такая коробка автомат. Даем газ, и тут же включается передача вперед. В обратную сторону мы включаем передачу назад. Но есть небольшой минус такой системы в том, что не получится сделать перегазовку. Для этого придется снимать колпак и вручную подгазовать в случае необходимости. Но не каждая модель американского Mercury комплектуется мультирумпелем. Бывает модель с ручкой переключения передач сбоку. Такой же, как на моторе Tohatsu, как и на многих моторах в классическом ее исполнении. На карбюраторе может быть пластмассовый глушитель впуска, как здесь на Tohatsu. Также могут быть такие механизмы для облегчения холодного запуска, когда мы поворачиваем эту ручку, и у нас опережение зажигания уходит в раннюю для облегчения запуска. ЧК безопасности на Mercury устанавливается в этот тумблер. Когда мы вырываем чеку, он опускается и мотор глохнет. У Mercury Tohatsu кнопка с чекой безопасности обычная, классическая, как на многих моторах. У американского Mercury корпус ручного стартера пластмассовый. У Tohatsu Mercury корпус ручного стартера алюминиевый. На новых моделях здесь еще дополнительно закрыт маховик. Для того, чтобы раздушить американского Mercury до 15 лошадиных сил, требуется замена карбюратора в сборе. К тому же нужно установить настроенный выхлоп под двигатель, потому что на моторах 9.9 и 10 этого нет. Расточить, рассверлить жиклеры в карбюраторе не получится, потому что отличаются диаметры дроссельных заслонок. Для раздушки лодочного мотора Mercury 9.9 нам понадобится вот такая пластина с трубой. Кстати, трубу можно сделать, я думаю, самому без проблем. И карбюратор с большими диаметрами диффузора и большим диаметром жиклеров. Но вот эти все заслонки, ребят, они тоже, кстати, здесь разные. Не знаю, у кого есть такая возможность, сделайте ради бога. Но думаю, лучше всего, конечно, приобрести карбюратор, а настроенный выхлоп можно сделать самим. Обращайтесь, вопросы будут, поможем. Ну вот и все, был с вами Центр лодок на связи. Японский Mercury раздушивается попроще, так же как мотор Tohatsu, с заменой кулачка газа и настройкой открытия дроссельной заслонки, она же настройка зажигания. Это делается с этим механизмом. Но есть одна особенность. Если мы американский Mercury можем раздушить только до 15 сил, японский Mercury мы раздушиваем до 18 сил. Особенность в том, что моторы Mercury Tohatsu с наклейкой 15 уже являются 18-сильными. Это отличие от моторов Tohatsu, потому что моторы Tohatsu продаются 9.9 15, а 18 это уже отдельный мотор. И мы не можем раздушить Tohatsu 15 до 18. Mercury же продается сразу 18-сильный, но задушен до 15. Все тем же кулачком газа. По принципу задушки Tohatsu. Чтобы узнать, какой у нас мотор, 15 или 18 сил, здесь есть цифры на блоке. Цифры 55. Это значит, что мотор 15 сил. Эти цифры это диаметр поршней. Если здесь будет цифра 60, значит мотор 18 сил. Все моторы Mercury 15 имеют цифры 60. Если смотреть со стороны, закрыть колпак, да даже если не закрывать, и не знать, какие цифры там обозначены, то даже мастер никогда вам не скажет, какой у вас мотор, 15 или 18. Но нужно не забыть также и заклеить шильдик. У этой модели американского Mercury есть моторы 9,9 сил, 10 сил, а у японского Mercury мотор 9,9 Lite не имеет ничего общего с этой моделью. Это совсем другой мотор. Это Tohatsu 9,8, просто с наклейкой 9,9, такой маркетинговый ход. Он не раздушивается до 15 сил или еще сколько-то там.
То есть Mercury 9.9 Lite это Tohatsu 9.8, Mercury 15 это задушенная Tohatsu 18. И далее вверх по списку Mercury 25 это тоже Tohatsu 25. Все один в один, просто другая наклейка. Точно так же до 30 сил раздушивается заменой прокладки под карбюратором. Вот этой прокладкой он душится, ребят. То есть если мы аккуратно вот здесь вот отрежем окружность по окружности, да, видно, да, оно заужено. То есть просто вырезается аккуратно, прокладка ставится назад. При запуске американского Mercury, если в системе охлаждения установлен термостат, мы не увидим контрольку. Термостат установлен под этой крышкой. И пока мотор не прогреется, то есть пока термостат не откроется, не будет работать слив воды с этого шланга. Это слив воды после открытия термостата. Он же является визуальным контролем охлаждения. На Tohatsu Mercury контролька работает так же, как и на всех лодочных моторах. При запуске мы сразу видим контрольную струю воды. Сразу можем понять то, что водяная помпа у нас исправно качает воду. На американце это сделано иначе. И если мы при запуске сразу же видим струю воды, значит термостат открыт, он заклинил в открытом положении, либо он просто здесь отсутствует. Как и все остальное, у этих моторов отличаются и механизмы подъема, поворотные механизмы. У каждого тут свои особенности, но есть много общего. Например, тавотинцы для смазки поворотного механизма есть у обоих моторов. У Mercury здесь удобная кнопка стоп на румпеле, ручка для переноса мотора. Кстати, двухтактная Suzuki 15 тоже взяли эти идеи для своих моторов. У Tohatsu ручка со смещением центра тяжести, ну, в принципе, как и на многих моторах. И кнопка стоп на румпеле отсутствует. У Mercury Tohatsu система зажигания одноканальная, одна высоковольтная катушка на 2 цилиндра. Мы можем менять провода местами, и мотору будет без разницы. Он все равно запустится, так как срабатывает одновременно 2 искры на 2 цилиндра. У американского Mercury 2 разные катушки на каждый цилиндр. Менять провода местами нельзя, но в принципе не получится. Здесь провод на верхний цилиндр короче, чем на нижний. Как настраивается зажигание на Tohatsu Mercury, есть видео на нашем канале, да и вообще в YouTube можно найти. На американском настраивается зажигание при помощи этого винтика. И то только на холостых оборотах, на минимальном газу. Тяга здесь цельная, нерегулируемая, поэтому при добавлении газа здесь автоматически все выставляется на максимальный угол опережения. А этим винтиком мы просто поднастраиваем угол опережения на минимальных оборотах. Далеко не все Mercury это Tohatsu. Очень много встречается в продаже бэушных настоящих американских моторов со всеми их особенностями и дюймовыми размерами. Это старые модели, в основном 80-х, 90-х годов. У них с ремонтом посложнее, чем с Tohatsu Mercury. Пока мотор работает, он будет очень надежный. Но если сломается, это может быть большой проблемой, по крайней мере в нашем регионе. Есть смысл брать такие моторы, только если они в очень хорошем состоянии. I tell you what I'd do. I'd go downtown, buy a Mercury or two. Crazy about a Mercury. Lord, I'm crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Раньше мотор Mercury 9.8 не был японским Tohatsu. Он был чисто американским. И один из таких примеров показывает, что существует очень много моделей, наклеек, и можно в этом конкретно запутаться. Но ознакомившись с модельным рядом моторов Tohatsu, все становится в принципе понятно. Если у вас остались какие-либо вопросы или есть дополнения, пишите в комментариях. Всем пока!